После долгих ночных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла и мудрости. «Благодарю вас за внимание к этому вопросу», написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Однако Пакистан вероломно нарушил перемирие, достигнутое всего несколько часов назад, начав артиллерийские обстрелы и запуски дронов вдоль международной границы и линии контроля по нескольким направлениям. Забавно, что после нарушения перемирия премьер-министр Пакистана заявил, что его страна одержала победу в войне против Индии. Стая дронов атаковала различные районы в Джамму и Кашмире, в частности, Шринагар и Барамуллу. В ответ Индия незамедлительно приступила к контратакам, а пограничным силам было приказано ответить полным огнем. По сообщениям индийских военных, после пакистанского массированного обстрела инициатива полностью перешла на сторону Индии, которая сейчас наносит точечные удары по противнику. Честно говоря, у меня был готовый материал, но после заявления Трампа я уже не хотел его публиковать. Однако после нарушения перемирия ниже приведу для вас этот материал. Конфликт между Индией и Пакистаном продолжает набирать масштабы, превращаясь в одно из самых опасных военных противостояний в Южной Азии. Индия направила свои военные корабли, оснащенные сверхзвуковыми ракетами «Брахмос», к берегам Пакистана, что значительно усиливает угрозу для стабилизации региона. Это событие происходит на фоне нескольких дней приграничных столкновений, которые привели к резкому обострению отношений между двумя ядерными державами. Индийские военные суда, включая авианосец, эсминцы, фрегаты и противолодочные корабли, находятся примерно в 300-400 милях от побережья Пакистана и уже могут наносить удары по стратегически важному для Пакистана городу Карачи, крупнейшему порту страны. Ракеты «Брахмос», частично разработанные в России, представляют собой одну из самых мощных угроз в арсенале Индии. Эти ракеты имеют боеголовку массой 300 килограммов и могут развивать скорость до 3 махов, что делает их крайне эффективными при ударе по важным целям. Дальность их действия достигает 500 миль, что позволяет Индии в случае необходимости атаковать ключевые объекты в глубине территории Пакистана, такие как Карачи. Если этот порт будет уничтожен, последствия для Пакистана будут катастрофическими, так как через него проходит около 60% внешней торговли страны, и там расположен ее военно-морской штаб. Вдобавок, инфраструктура портового города имеет большое значение для экономической стабильности Пакистана, и удар по этому объекту может привести к коллапсу значительной части экономики страны. В ответ на действия Индии представители Пакистана заявили, что готовы к полномасштабной войне. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у Исламабада не осталось иного выбора, кроме как начать военные действия. Он добавил, что Пакистан должен отплатить Индии той же монетой, подчеркнув, что ситуация требует жестких мер. Данные заявления только усиливают опасения по поводу возможной эскалации военного конфликта. Индия со своей стороны заявила, что готова к любому развитию ситуации и активизировала подготовку своих вооруженных сил. Кроме того, Индия приняла меры по мобилизации своих резервистов в преддверии возможной наземной операции на территории Пакистана. Правительство Индии уполномочило командующего армией страны призывать добровольные формирования для оказания помощи вооруженным силам в случае наземного конфликта. Это решение свидетельствует о серьезной подготовке Индии к возможному расширению боевых действий, а также о намерении усилить свою обороноспособность на всех фронтах. На фоне военно-политической напряженности напряжение растет и в других сферах, включая туризм и международные отношения. Индийское туристическое агентство Cox Kings объявило о приостановке всех туристических пакетов в Азербайджан и Турцию. Это страны, которые открыто поддержали Пакистан в этом конфликте. Это решение было принято в свете текущей геополитической обстановки и настроений в стране. Директор компании Каран Агарвал отметил, что индийским путешественникам рекомендуется проявлять осмотрительность и избегать поездок в эти страны до тех пор, пока не будет достигнута большая ясность в политической ситуации.
Другие индийские туристические агентства, такие как Is My Trip и Travamint, также приостановили продажи туров в эти направления, поддержав призыв к бойкоту поездок в Турцию и Азербайджан. Тем временем ситуация на границе между Индией и Пакистаном продолжает ухудшаться. Ожесточенные обстрелы через границу между двумя странами привели к жертвам среди мирного населения. По данным Hindustan Times, погибли 18 человек, а около 60 получили ранения. В связи с этим проводятся эвакуации из 5 районов региона Джамму, который граничит с Пакистаном. Власти Индии также приняли меры по закрытию 32 аэропортов в северной и западной частях страны до 15 мая. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и предотвращение дальнейших жертв среди гражданского населения. Военные Пакистана также предприняли несколько атак с использованием беспилотников, направленных на территорию Индии. В ночь на пятницу Пакистан выпустил 300-400 беспилотников по 36 объектам в северных и западных районах Индии, включая районы, близкие к линии контроля в Джамму и Кашмире. Индийские вооруженные силы успешно отразили многие из этих атак, сбив беспилотники с помощью зенитных вооружений и других средств ПВО. В ответ Индия нанесла удары по 4 позициям ПВО в Пакистане, уничтожив вражеский радар. Также известно, что Индия использовала свои передовые зенитные ракетные комплексы, такие как С-400, Барак-8 и Акаш, для отражения воздушных атак Пакистана. Кроме того, власти Саудовской Аравии и Великобритании предприняли попытки вмешательства для снижения напряженности в регионе. Министр иностранных дел Саудовской Аравии прибыл с официальным визитом в Пакистан, предлагая свои услуги в качестве посредника для урегулирования конфликта. Великобритания также выразила обеспокоенность ситуацией и призвала обе стороны проявить сдержанность. Все эти усилия направлены на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта, который может выйти за рамки локального столкновения и перерасти в более широкую войну. Конфликт между Индией и Пакистаном, когда обе страны являются ядерными державами, несет в себе опасность глобальных последствий. В случае дальнейшего обострения военных действий и использования ядерного оружия, последствия могут быть катастрофическими для всего региона. Обе стороны активно развивают свои ядерные арсеналы, и если ситуация выйдет из-под контроля, возможны разрушительные последствия не только для Индии и Пакистана, но и для всего международного сообщества. В последние дни также произошли крупные взрывы вдоль линии контроля в Кашмире, что еще больше усугубило ситуацию. Мощные ракетные удары, атаки беспилотников и постоянные обстрелы со стороны обеих сторон приводят к многочисленным жертвам и разрушениям. Многие районы, включая столицу Индии, Нью-Дели, находятся в состоянии повышенной готовности. Во многих индийских городах введены дополнительные меры безопасности, а около 20 аэропортов закрыты до середины месяца. Пакистан, в свою очередь, отрицает обвинения Индии в отношении атак на военные станции на его территории. Представители Пакистана заявляют, что не было никаких атак на военные объекты в индийских штатах Джамму и Кашмир, а также в Пенджабе. Однако факты подтверждают, что столкновения и обстрелы на границе продолжаются. Таким образом, ситуация в Южной Азии продолжает оставаться крайне напряженной. Как мы уже говорили, эскалация конфликта между Индией и Пакистаном может привести к серьезным последствиям как для обеих стран, так и для всего региона. В условиях, когда обе стороны обладают ядерным оружием, любой дальнейший шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Международное сообщество должно приложить максимум усилий, чтобы предотвратить новую войну в этом стратегически важном регионе. И в конце отметим, что пакистанский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 прибыл сегодня в аэропорт Текирдаг, недалеко от Стамбула, и вернулся через несколько часов. Выводы делайте сами. Скажу только то, что в аэропорту находится производитель вооруженных беспилотных летательных аппаратов «Байкар». Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.